Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, вот и прошел год, когда мы все, особенно я, научились чему-то новому. Надеюсь, за этот год своих страданий я привнесла хоть какой-то небольшой вклад в популяризацию зоологии. На мой взгляд, в мире современных технологий, урбанизации и вследствие чего уничтожения окружающей среды, человечеству крайне важно иногда останавливаться и переключаться с бесконечных развлечений и политики на нечто действительно полезное. Вот и сегодня мы переключимся на царя американского кошачьего мира, потому что он, волею случая, стал первым роликом на канале, на который без ужаса теперь уже не взглянешь. Ну да ладно. Встречайте неимоверного, грациозного, красивого и грозного американского царя ягуара, вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из 4 представителей рода пантер, который относится к подсемейству больших кошек, единственный представитель своего рода на территории Северной и Южной Америки, 3-й по размеру в мире и самый крупный в Новом Свете представитель семейства кошачьих. Ареал вида простирается от Мексики к югу до Парагвая и Северной Аргентины. По различным данным насчитывается от 3 до 9 подвидов ягуара, из которых как минимум один техасский истреблен. Длина тела без хвоста нашего царского красавца 112-185 см, хвост 45-75, масса 36-113 кг, в основном 60-90, в отдельных случаях до 120. Рекорд в природе составляет 158 кг. Самка на 20% меньше и легче. Обычный нормальный взрослый самец крупного подвида весит 120 кг, а самка 80. Высота в холке 60-75 см. Внешне ягуар очень похож на леопарда, но значительно превосходит его по размерам. А еще, подобно тигру, он способен весьма неплохо плавать. Во всех движениях и повадках ягуара видна его царская кошачья натура. Это и не мудрено, ведь там, где он обитает, равных по мощи и силе ягуару практически нет. Вид ягуара настолько завораживает, что его магический узор на шкуре можно рассматривать бесконечно, восхищаясь его неотразимостью и выдержкой. В различных областях обитания этого хищника нарекают разными именами. Например, латиноамериканцы зовут его тигром. Само же слово ягуар на языке индейского народа кечуа означает кровь. Кстати, значение «кровь» довольно часто встречается в различных именах и во всевозможных словосочетаниях, применимых к ягуару. Предполагается, что это слово олицетворяет у народа кечуа именно хищников. А еще у этих индейцев самые отважные и смелые обезьяноподобные их племени всегда сравнивались именно с ягуарами. Также имеется идентичное по звучанию слово и в языке индейцев племени гуарани. Оно переводится как «зверь, убивающий одним прыжком». Если говорить о происхождении этого вида кошачьих, то есть некоторые данные, основанные на методах палеонтологии, которые указывают, что последний прародитель этого семейства, он же близкий родственник дымчатого леопарда, моего любимого котика, проживал в диапазоне от 6 до 10 миллионов лет тому назад. Ученые-палеонтологи предполагают, что возникновение ягуара у различных ученых, как обычно, не совпадают, ибо великим умам, лишь бы поспорить, исследования ДНК несчастного ягуара ведутся и по сей день. Но все-таки важные морфологические признаки указывают на то, что леопард все-таки в родственном отношении наиболее близок к ягуару. Найдены останки вымерших бериберийского льва и европа. Кстати, ролики про всех этих больших, диких и красивых кошках
есть на канале. Другой молекулярный анализ, сделанный учеными, выявил, что современный вид ягуаров появился гораздо позже, чем указывают данные раскопок. Это произошло от 510 до 280 тысяч лет тому назад. В происхождении современного ягуара, обитающего в наши дни, еще много загадочного и непонятного, поэтому исследования ученых не прекращаются. Надеюсь, они когда-нибудь все-таки придут к консенсусу. Внешний облик ягуара поистине неотразим. Его стати, грации и красивой шубке можно просто позавидовать. Замечено, что хищники, обитающие на открытых территориях, имеют более крупные габариты по сравнению с теми ягуарами, которые живут в лесистой местности. Скорее всего, на это влияет обилие пищи, которой в степных зонах гораздо больше, ведь целые стада вкусных копытных пасутся именно там. Голова у ягуара большая и крепкая, с мощными квадратными челюстями. Тело ягуара стройное и поджарое, уши не крупные, а круглые. Глаза истинно кошачьи, хищные, взгляд волевой и слегка надменный. Конечности у ягуара сильные и приземистые, мускулатура на них прекрасно развита. Сразу заметна хватка и мощь. Бегуны из ягуаров тоже отменные. Эти хищники могут развивать скорость до 100 км в час, а набрасываются они так молниеносно и стремительно, что жертва не успевает даже очухаться. Великолепная шкура ягуара вызывает восторг благодаря своей изумительной расцветке. Мех у ягуара не длинный, но очень густой и приятный на ощупь, хотя я бы не пробовала его мех на ощупь. Интересно, что ягуары бывают и черного цвета. Встречаются они не так уж и редко. Это обусловлено наличием у хищника гена пантеры. Таких экземпляров называют меланистами. Пятна на шубе у них имеются, но на общем угольном фоне совсем не видны. Чаще такие детеныши рождаются у особей, населяющих лесные массивы. Облюбовал наш американский царь поросшие кустарником густые непролазные места вблизи болот и других водоемов, но обожают они тропические лесные массивы, где климат достаточно влажный и есть где укрыться, а у воды они селятся, так как слывут отменными пловцами, а лесистую местность предпочитают, так как по деревьям они тоже прекрасно лазают и любят уединение. Сильно засушливых областей ягуар избегает. Очень высоко в горах и его тоже практически не встретишь. Для счастливой, беззаботной и достойной жизни ягуару необходимо выполнение 3 важных условий существования: водная стихия в месте его постоянного жительства, густой лесной массив для безупречной маскировки и холодильник, полный вкусных копытных. Правда, иногда, исходя из особенностей ареала обитания, ягуарам приходится расширять ассортимент своих гастрономических пристрастий за счет другой живности. Зоологи посчитали, что в рационе у хищника не менее 87 разновидностей животных, которыми он не прочь перекусить. Исходя из мест своей постоянной прописки, ягуар любит полакомиться капибарами, кайманами и тапирами. Не откажется пятнистая кошка и от муравьеда, рыбы и водоплавающей птицы. Ведут ягуары охоту и на всевозможных змей, даже на анаконду, обезьян, игуан, опоссумов, лисиц, различных грызунов, насух и выдр. Список продолжать можно бесконечно, ведь у ягуара практически нет пищевых конкурентов, так как он относится к наивысшему звену пищевой цепи. Вряд ли кто-то осмелится поспорить с его мощными челюстями. Даже броненосцы и черепахи имеются в ягуаровом меню. Его не смущают их крепкие панцири, ведь челюсти у ягуара гораздо крепче и мощнее любых других, и они раскалывают броню прямо как грецкие орехи. Охотничьему искусству ягуара можно только позавидовать, не превзойдя в густых кустарниках. Обычно караулит своих жертв ягуар недалеко от троп, ведущих животных на водопой. Нападение кошачьего охотника всегда молниеносно и внезапно. Обычно он накидывается сзади или сбоку, впиваясь жертве в шею. Частенько, кроме удушающего маневра, ягуар применяет прием
прием прокусывания черепа или шейных позвонков. Таким методом хищник может съесть ее в 2 этапа с перерывом в 10 часов между приемами. Даже если ягуар не доел свою жертву, он к ней уже не вернется, а будет искать свежатинку. Охотясь, хищник издает подражать всевозможным голосам животных и птиц, заманивая их поближе к своей засаде. А бразильцы считают, что ягуар может подвергать своих жертв гипнозу, полностью овладевая их сознанием. По своей натуре ягуары – одиночки, которые тщательно охраняют свою территорию от любых посягательств. Землевладения у хищников очень обширные. Они могут занимать площадь от 25 до 100 квадратных километров. У мужских особей она гораздо больше и может перекрывать владение сразу нескольких самок. Замечено, что у самцов наделы часто бывают треугольной формы, и ягуары с периодичностью раз в 2-3 дня меняют угол своей охоты, а где-то каждые 10 дней самец осматривает границы своей территории, делая ее обход, чтобы никто из других кошачьих, типа пумы, не посягал на его частную собственность. Если говорить о взаимодействии ягуара и человека, то первым ягуар никогда не нападает, ибо человеческое мясо не входит в его меню, поэтому ягуар с двуногими предпочитает не связываться. Определенного брачного периода у ягуаров не замечено. Во время периода любви самочка ягуара всячески дает знать о готовности к соитию при помощи специфических звуков и меток. Половозрелыми ягуары становятся в 3-летнем возрасте. На дамский призыв коты тоже отвечают специфическими возгласами. Интересно то, что драк между ягуарами за даму сердца не бывает, так как выбор остается исключительно за ней. Еще бы, я бы тоже не стала оспаривать решение такой женщины. На время любви протяженность беременности ягуарихи составляет около 100 дней. Когда роды уже близко, будущая мама занимается обустройством логова, которое может располагаться в густой чаще, укромном дупле или в пещере. Обычно в помете бывает от 2 до 4 малышей. Узор на детенышах еще не так выражен, как на взрослых. На шубке малюток доминируют пусто расположенные черные пятнышки. При рождении котята совершенно незрячи и беспомощны, и только к 2-недельному сроку они прозревают и понимают, что они суперхищники. Заботливая мама не позволяет малюткам выбираться из убежища на протяжении 1,5 месяцев после появления на свет. Мать почует малюток молоком до полугодовалого возраста, а потом начинает приучать к охоте. Живет молодняк на территории своей матери приблизительно до 2 лет. Потом становится совсем самостоятельным, обустраивая свое личное пространство. Печально осознавать, что по вине людей многие молодые ягуары не доживают до возраста своей половой зрелости. Живут эти хищники в дикой природе обычно до 10-12 лет. В неволе же могут прожить и четверть века. Самыми опаснейшими врагами ягуара выступает никто иной, как лысый примат, который готов на жестокие поступки ради обладания красивой шкурой этого американского царя зверей. Кроме шкур, людей интересуют клыки и лапы. К тому же многие местные жители, занимающиеся разведением скота, убивают ягуаров, боясь за свои стада копытных. Ко всему прочему, людишки все больше наступают со всех сторон, поглощая территорию. Поэтому животным приходится отступать, сокращая не только ареал своего обитания, но и численность. В итоге популяция ягуаров непрерывно сокращается. Многие коренные народы Америки олицетворяют ягуара с храбростью, неимоверной отвагой, мощью и благородством. Каменные изваяния этого статного животного украшают алтари аборигенов. В этом удивительном хищнике слились два почти несовместимых понятия: огромная мощь и непревзойденная красота. Может быть, ягуар и правда обладает даром гипноза, ведь глядя на него просто невозможно оторваться. Как вы думаете? Пишите в комментариях, можно ли ягуара назвать царем мира животных американского континента.
Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!